Совсем недавно вышла новая игра от Keyplairance под названием Ice Cream 8. Как и во всех играх, в ней есть куча грехов и недочетов, о которых мы сегодня с вами поговорим. Не будем томить, погнали! В центре управления лежит лом, хотя в 7-й части его там не было. Люка под диваном тоже раньше не было. Стена перед гаражом не имеет смысла. Если постараться, можно обойти фабрику с другой стороны, если перелезть в кусты или ограду. Было бы желание. Этой херни над воротами гаража раньше не было. В гараже была лестница, по которой мы карабкаемся и пробираемся в вентиляцию и попадаем в музей. Сейчас этой лестницы нету. Сестра Мэдлин говорит так, как будто в первый раз видит фабрику, хотя она уже во всей красе ее наблюдала, когда по главной дороге подходила к фабрике. У крокодиля хитрые яйца, хотя в 3-й части их было в несколько раз больше. И вообще, кто и зачем украл яйца? И как они оказались в разных уголках фабрики? Труба, в которую Джей запихивал нос Минерода, бесследно исчезла. Бориса починили в ту же секунду, когда зашла Лиз, ни секунды раньше. В Ice Cream 5 этой вентиляции не было, а сейчас появилась. Минероды починили Бориса одними гаечными ключами. У них другие инструменты вообще есть? Борис видит Лиз, а в итоге бежит куда-то в другую вселенную. На самом деле к лестнице, где Лиз не было. В комнате потерянных предметов мистическим образом стена проломилась. Откуда взялся генератор в музее? Друзья за каким-то чертом написали на коробке название своего тайного логова. Максимальная беспалевность. И еще откуда взялись вот эти надписи «Безопасное место». Зная Майка, он вряд ли дал бы Лиз бродить по одному этажу с Борисом. Он должен был сам вызваться закончить задание. Пистолета Рода хватило бы от силы на 1 выстрел. И такого количества азота не хватит на заморозку противника. Интересно знать, кто устроил бардак в гидростанции и в музее, учитывая то, что при Майке гидростанция была чистой и при Джее музей был чистым. Почему Лиз решила для зарядки домкрата взять с собой Чарли, если она могла взять Джея, учитывая то, что у Джея огромный опыт? Понятное дело, что Чарли надо было как-то задействовать, но ответ так и не ясен. Чарли телепортировался, как только его миссия закончилась. Этого места для зарядки домкрата здесь не было в 5-й части. Кто у ворот у магазина подарков нарисовал крестик? Борис не слышит, что голос издается совсем с другой стороны. От Бориса должно было остаться больше обломков. Род дает нам 2 шанса, и первый раз трясет нас, а не замораживает, хотя во всех 7-х частях такого не было. Род неведомым образом попал на кухню из центра управления. Зачем и почему? В 7-й части электропушка осталась без зарядов, но сейчас она снова может стрелять. И вообще, как она оказалась на кухне? И почему дверь выбита? Зачем на кухне лестница, через которую мы попадаем в лабораторию? Чтобы детям было удобнее до генератора попасть? В Ice Cream 6 электронного замка на одном из шкафчиков в кухне не было никогда. Генератор в лаборатории появился из пустого места, никаких крышек там нет. В музее, кстати, то же самое. Стой! Прежде чем продолжить просмотр видеоролика, я бы хотел порекомендовать вам качественный онлайн-хоррор проект в Роблоксе «Мистер Мид. Переиздание». Чтобы выбраться из лап маньяка, вам предстоит решать множество различных головоломок. После каждой игры вам будет начисляться монеты, которые вы могли собирать по карте и за успешный побег. За монеты вы можете купить различные кастомизации для маньяка, а перед началом игры случайным образом выбирается человек, который будет за него играть. Буквально пару недель назад вышло глобальное зимнее обновление, добавившее в игру много нового контента. Проект действительно стоит вашего внимания, так что переходите по ссылке в описании, а также в закрепленном комментарии, чтобы самим насладиться данной игрой. Там же вы найдете ссылку на Discord-серверы разработчиков, которые делятся новостями о разработке, проводят конкурсы и голосования, ну и просто общаются в чате с простыми игроками, что для разработчиков большая редкость. Попробуйте окунуться в это приключение. А пока вы там играете, мы продолжаем. Джей находит пробирку, которую никакой другой ребенок найти не может, потому что ее нет на фабрике. Это что же за вещество такое, которое при взаимодействии с мылом растворяет крышку? Всякие взломы в играх проходят мини-игрой, а не какой-нибудь программой. Майк якобы подключает компьютер к генератору с помощью проводов, но на самом деле нифига. Почему взломом генератора занимается именно Чарли, а не Майк, который за электронику шарит намного больше? Род уже видел Чарли на кухне и в лаборатории. Понял, что дети не сдались, но при этом пошел дрыхнуть.
Все генераторы работают сами по себе, но только к генератору из коттеджа подведена какая-то электростанция. Крокодилихе что-то ужасно мешает вылезти на берег. Где Джей нашел ключ от витрины, если мы бега ничего не нашли, ведь стекло он не выбивал? Осмотреть окрестности, по мнению Джея, стоять на одном месте с ружьем и стрелять по монахине. И патроны у него, кстати, бесконечные. Это уже не баг. Хотя в сцене с Франкен Борисом заряд его пушки реально тратится. Когда Майк сел за руль, он кое-как проехал пару метров, а до этого каким-то чудом не плюхнулся в реку и проехал мост. Вот это чудеса. И, кстати, как только началась мини-игра, Майк резко начал нормально водить фургон. Научился. Чего добиваются русские мини-роды? Они что, нам хотят голову топором проломить? Вот это, конечно, безобидная игра, пипец. Мы этот ключ снимаем так долго, что за это время можно было бы посмотреть все новости КПК Фиша. Кстати, в мини-игре забор только на скалах. Вопрос, зачем забор на скалах? По логике нужно вообще все огородить, а не только скалы. Кто пометил слабые места на башне и почему они слабые? Механизм со снежинкой не работает так, чтобы при выстреле в нее открывались ворота. Рот специально оставил дверь фургона открытой и там оставил ключи зажигания. Рот даже никаких мер не принял, когда дети сбежали. Типа, вообще пофиг, пойду охранять оставшихся детей. А ведь дети могли рассказать все полиции. Ничего так, Рот? Нет? Нормально? Нормально тебе? Зачем Рот постоянно одевает маску, даже если он один в комнате? За ним что, следят? В момент кат-сцены друзья ведут себя как отморозки, отвлекают и провоцируют и так неопытного водителя, чтобы он, конечно, врезался. Луна не такая большая. Вот и все грехи. Я выражаю огромную благодарность за участие и помощь в поисках грехов этим людям. Огромное им спасибо.